Я хочу, чтобы мой бывший муж меня не доставал и понял, что ребенку всегда лучше с матерью. У меня муж хочет забрать дочь 5-летнюю. Постоянно настраивает всех против меня и говорит, что я плохая мать. Там с Викой никто не занимается, она никуда не ходит. Вы били ее? Пару раз ударил за ребенка. Она выставила ее в подъезд и закрыла двери. Ты сейчас что сидишь, сочиняешь-то? Полиция приезжала, соседи подтвердили. Ты ее бил. Я вот тебя вообще впервые вижу. Ну, ты меня впервые видишь, по телефону ты со мной разговаривал. Сергей скучает по ребенку своему. И что? Он начал выпивать, бить мать. По факту получается, что папаша он никакой. Валентина забегает домой, берет нож и просто за нами бежит. Догнала или нет? Нет, Медленно бегаю. мы побежали. Валя, что ты Чё тут делать? сидишь, чешешь? Че? Сейчас я тебе скажу, Скажи. что ты, мама, вообще ноль. После чего ты так решил-то, что я ноль? Ну-ка, Сейчас поясни-ка. узнаешь, Так сейчас давай. узнаешь. Так вы говорите, что вы пугаете-то? Добрый день. Как бы сейчас это странно не прозвучало, но, видимо, иногда лучше вовремя сбежать, чтобы не стать плохой мачехой. Ну, ты загнула сейчас. Я могу. Разберемся. Сегодня в нашей студии Валентина Шеховцова из Свердловской области. Здравствуйте. Настя. Рассказывайте, что у вас происходит. У меня муж хочет забрать дочь 5-летнюю. Ходит на меня, всякие кляузы пишет. Постоянно настраивает всех против меня и говорит, что я плохая мать. Так, Но а это вы не с ним, то. видимо, разошлись. Да, мы с ним разошлись Давно? 2 года назад. А сколько вы с ним прожили-то? 6,5 лет мы с ним прожили. Ага. А сейчас вы живете отдельно, с дочкой, с вашей общей, и у вас И еще у меня есть еще есть, да, 2 детей, они тоже проживают со мной. 2 детей от предыдущего брака. Да. А что разошлись? Человек начал выпивать, человек начал бить Кого? меня. Дочь начала руку поднимать на среднюю у меня. На вашу, от первого нашу, брака? да. Ага. А она-то чем ему не угодила? Ну, не взлюбил он ее. Как-то поначалу все было хорошо, все он ее как-то, все для нее старался как-то делать. А потом как-то все пошло так, что, ребенок такой, с возрастом стал очень трудный, неуправляемый. И ему это не понравилось. Он начал ее воспитывать, как бы мог и ударить, и стукнуть, и там Скажите, а вы сказали, наказать. что он начал пить. То есть, когда вы с ним сходились, он не пил? Он не выпивал так. Он мог выпить, как бы. Да, как бы я тоже как бы не святая, могла с ним посидеть где-то выпить. Но он, если ему попало, он будет пить до талого, пока не упадет. А у него агрессия, когда он только пьяный проявляется, да? Да. То есть трезвый, Когда нормальный. он, трезвеет, он и извиняется. А вот когда вы приняли решение уйти, все, окончательно бесповоротно? Принимаю решение тогда, когда он уже конкретно, получается, напился. В 2 часа ночи ему что-то там не понравилось. В 2 часа ночи меня поднял и вместе с детьми просто выгнал из дома, выставил на улицу. А на развод вы подавали? Да, на развод я подавала. Понятно. А вы как договорились, что ребенок будет с вами жить? Раз выгнал, я посчитала, что ребенок ему не нужен. И ребенок сейчас проживает со мной. Понятно. А как вы договорились? Вы на алименты подавали или он деньги платил? Нет, мы сделали с ним, как бы, что мы, когда, получается, у меня Вика родилась, мы сделали с ним нотариальное соглашение, чтобы сделать детские. Иначе мне сказали, если ты не сделаешь детские пособия, что ребенка заберут. Кто это сказал? Это органы опеки. Слушайте, вот я сейчас читаю ваше соглашение. Там написано, что он вам обязан выплачивать 2000 рублей Да, ежемесячно. на тот момент, да. Вот А зачем вы это подписали, мне интересно? чтобы нам детские одобрили, чтобы нас органы опеки в покое Почему оставили. 2000 рублей-то? Объясните мне, дураку. Мы когда пошли соглашать этот договор, нам сказали, желательно не больше 2000. Это вам органы опеки подсказали? Да, они и вот где мы заключали вот этот договор. А у него есть еще дети, помимо Да, у вашего него- общего ребенка? Да, у него еще есть 2 детей. Вы жили вместе с этими детьми? Нет, на тот момент мы, когда с ним сошлись, этих детей не было. Они жили с его бывшей женой. Так. Вот. И там получилась такая ситуация, что умерла жена егошняя, и этих детей пришлось привезти сюда. То есть у вас в общей сложности было 5 детей? Не 5, а и на тот момент там, получается, еще
появилась еще там одна дочь, и так как, чтобы тех детей сюда привезти, нужно было и ту девочку взять, как бы, и он ее под опеку взял. Это чья дочь? Это не егошняя была дочь. Покойная жена без него родила еще одного ребенка, да. и он забрал всех. И вы жили в итоге 6 детей, и вы. Да. А на что вы жили? Вы говорите, он бухал. Ну, Он как бы, он работал, он как бы пытался обеспечить, но не получалось. да. А как вы нашли общий язык с его детьми? Да, я для них все старалась, я как бы, он когда их привез, я как бы ему дала добро на это. Все, я как бы для них старалась, и в еде как-то угодить, и всяко. Но получилось так, когда вот у него вот эта приемная девочка, которой, к сожалению, нет сейчас, она начала меня называть мамой. Подождите, а что значит ее нет сейчас? Она умерла. Когда? Что случилось? Я конкретно точно не знаю, но То есть это уже без вас да, было? это уже мы вместе не жили. Ага. А вы сейчас где живете? Сейчас я живу, мы купили на материнский капитал квартиру, проживаем там сейчас сами. А вы работаете сейчас? Я нет, я чисто подрабатываю только. И сколько зарабатываете? Ну, в каждой подработке, ну, грубо говоря, в месяц у меня 10 выходит. 10 Вместе тысяч? с детскими, да. А детских сколько? Детских 40, И 2000 алиментов от него? да. Ага. Вы нас в гости пригласили, давайте посмотрим, как вы живете. Вика не любит заплетаться, заплетаемся со слезами. Ну, ничего, садимся, заплетаемся, потому что садик везде. Эту квартиру мы купили на мат-капитал. Квартира у нас двухкомнатная. Стараемся, чтобы всегда был порядок, уютно, чтобы было. Как-то поддерживаем все это. По ремонту здесь нужно как бы и обои переклеить, где-то что-то подбелить. Тогда мы как бы у нас все есть, и ребенка как бы забрать у меня незачем. Ребенок развитый, не по годам. Любит рисовать. Как собачку зовут? Вика. Скажи, Тобик. Стеснительный ребенок и не хочет отвечать. Отец у нас подарил из всех игрушек все, что у нас есть. Собаку, и не больно интересно. И единственное, все, что он купил в этой, это вот сапоги за 500 рублей, которые то выпросила я. Здесь комната сына. Ребенок занимается футболом, волейболом. Сейчас в данный момент уехал на соревнования. Вчера мы с детьми пекли пироги. Ребенок всегда, когда я готовлю, всегда помогает. Я хочу, чтобы мой бывший муж меня не доставал, не лез к нам и понял, что ребенку всегда лучше с матерью. Скажите, а у вас, я так понимаю, какие-то претензии органов опеки к вам есть? Да, у меня есть то, что у меня средняя дочь. Ну, проблемный очень ребенок, и в школе у нее очень много замечаний. Из-за этого нас как бы ставят на учет, бывает, Вы периодами. стоите на учете? Да. Ладно, давайте тогда уж позовем вашего супруга и спросим, за что он вас так после брака-то. Сергей, идите к нам. Здравствуйте. Тебе не надоело это? Нет. У тебя вообще уже крыша поехала, что ли? Мало ты ходишь, всякую фигню по поселку сочиняешь. Серьезно? Меня несет. А что, не так, что ли? Серьезно? Я просто сказал, Что ты каждый мне раз сказал? я тебе говорю, давай я ребенка свожу, одену. Дай мне ребенка. Ты же как Кого говоришь? ты говоришь? Ты когда последний Что? раз ребенка-то видел? Ты постоянно то либо на вот работе, бук- либо бухаешь, Вот неадекватный. буквально Вот недавно она буквально приходила. недавно ты Настя, пришел с перегаром и сказал, дай мне дочь. ее Настя буквально приводит, иногда оставляет Ну, у нас, и что ты мне чтобы сказал? она погуляла. Какие у вас претензии к бывшей жене? Почему вы хотите дочь забрать? Что не так? Ну, не дает с ребенком видеться. Ребенок постоянно то один мокрый гуляет, то еще что-то. А что значит не дает видеться? Хочется понять. А я просто стараюсь не лезть, чтобы скандалов не было. Потому что Так я вы не чуть-чуть лезете только... или она не дает? Это разные вещи. А потому что если я подойду к дочери, это все, у меня двери будут выноситься. А вы пробовали? Пробовал. Не пробовал. Ты Я- постоянно пьяный ходишь. Ты извини за Женя, из со чего своей взяла-то? сожительницей ходишь, с детьми гуляешь. Ты хоть раз пришел, ребенка взял погулять? Нет, ни разу. Кроме вот тех 2000 рублей, о которых вы договорились, еще будучи в браке, вы какие-то деньги платите ребенку? Я покупаю.
Но то, что я покупаю, она все выкидывает. Что вы покупаете? Ну, что попросит? А После ей- того, как твоя сожительница говорит, на каком основании ты звонишь моему мужу и просишь что-то, на этом основании ты мне хочешь сказать, что ты покупаешь? Нет, я хочу понять, что вы купили и что вы из того, что он купил, выбросили. Тогда я пианино купил. Буквально это пианино по всему поселку валялось. Пианино какое? Ну, детское, музыкальное. Это правда? Вы выкинули пианино? Да, потому что начались упреки. Какие Какие? упреки? От его сожительницы, то что Ну, ты на чё каком сочиняешь? основании мой муж покупает твоей дочери что-то? Да Она же плевать говорит, на ей неё. никто. Подождите, плевать на эту сожительницу. Пианино было подарено отцом своему ребенку. Пианино, что еще купили? Собаку, фрукты, овощи. Собаку? Ну, собаку на день рождения подарил. Так она ее ко мне под дверь поставила и расписала нецензурными словами. Ну, забыл сказать, ладно, сапоги купил за 500 рублей, которые я выпросила. Сапоги за 500 Да. рублей? И то ты с горем пополам Одни за 2 года? Да. Что ты врешь-то? У вас какая зарплата, скажите, пожалуйста? Ну, сейчас я работу поменял, где-то 80 выходит. 80. А сколько у вас детей? Сейчас со мной 4. Нет, ваших сколько? Моих 2. И еще один общий ребенок. Он ее даже не считает. Ну вот вы должны половину от своего заработка отдавать своим детям. Вот мы 40 делим на 3. Это сколько? 12 тысяч. Даже больше. А ко мне, если я ей буду отдавать, куда она их будет тратить? Неизвестно. Прикольно. А куда она их может потратить? Да хоть куда. Ну, мне Я- интересно, давайте варианты накидаем. Куда? На алкоголь. Она пьет? Да. А сейчас кто вашего ребенка кормит, скажите, пожалуйста? Каждый день, 3 раза. Кто? У нас есть нотариальное соглашение, я его соблюдаю. Я ему позвонила, сказала... Это я говорю, нотариальное «Серёж, соглашение, когда мне ничто. отец сказала, я говорю, давай договоримся так. Я говорю, хорошо, ты хочешь видеть дочь? Мне предложили работу вахтовым методом, 15 через 15. Ты 15 дней готов с ребенком сидеть? Ты мне что ответил? Нет. По поводу того, что вы сейчас громко заявили, что есть нотариальное соглашение, и вы платите 2000 рублей, смотрите, к счастью, для таких, как вы, есть закон в этой стране, который очень здорово предлагала тебе? защищает детей. Вот это нотариальное соглашение вот так в суде будет расторгнуто в секунду, потому что оно не в интересах ребенка. Я просто ни одного не понимаю. Вы что сейчас хотите? Чтобы ребенок с вами жил? Да. Вы в суд подавали на определение места жительства? Нет еще. А чего? А что ждете, интересно, 2 года? А потому что некогда. Мы либо неделю дома не бываем, либо мы пьем. Не успел еще. Ага, не Не успели. успел. А чем были заняты? Своей нынешней супругой. А скажите, а вы вообще почему с ней разошлись? Вот ее версию мы выслушали, а хотелось бы вашу услышать. Она сама от меня ушла, потому, А что, почему? потому что я детей привез. Ты Каких серьезно? детей? Своих. А, ну так вы же сколько-то прожили с ними? Ну, мы прожили, потом расписались, и буквально, когда детей привез, прожили 2 месяца. А у детей была сложная ситуация, им нужна была поддержка. Ну, понятно, раз они мать потеряли, им нужно... Ну, Да, у них а новая она что обстановка. делала? А она ничего. Она мне потом сказала, говорит, детей увезешь, тогда вместе обратно сойдемся. Ты что, совсем больной? Че? Ты Это твои адекватный слова. сейчас? Я твоих детей приняла как своих, я им все давала для этого, чтобы им было хорошо. Вы били Валентину, скажите мне? Да, я выпивала, сейчас я вообще не пью. Нет, я спрашиваю у вашего мужа, бывшего, вы били ее? Пару раз ударил. За ребенка. За Вику. Почему? Она выставила ее в подъезд и закрыла двери. Ты больной? Ты сейчас что сидишь, сочиняешь-то? Полиция приезжала, соседи подтвердили. Ну, какие соседи-то? А вот Твои скажите мне, С которыми пожалуйста, ты пьешь? Да, Валентина, а это что сейчас на экране? Это все его дело рук. А вы заявление подавали? в Да, у полицию? нас было 3 суда, из которых ему из-за них дали всего 60 часов отработки. Слушайте, а это что, кровоподтеки или что? Это я... Это у нее кожа такая нежная, потому что. Вот это на руке, это я просто держал, Да я чтоб она не вообще дралась. считаю, что это аллергия на какой-то крем. Кулак. А что случилось с вашей падчерицей? Это вам известно? Дочери надо было идти на танцы. Все, мы утром встали, думали завтракать, я ее поднимаю, говорю, что, пойдем кушать? Она, нет, у меня живот болит. Все, потом несколько часов проходит, и все, ну, лучше не становится. Вызвали скорую, увезли в больницу.
Ты дома не находился на И тот дальше. момент. Где-то анализы, не анализы. И все, и сказали, будем оставлять ребенка в больнице. Говорит, только подождите, говорит, а раз она уже взрослая девочка, меня домой отправляли. Говорит, подождите, только мы сейчас поставим капельницу, ну, как она себя поведет на это. Все, вот они поставили капельницу. Я даже смотрю, ну, ей легче стало. Она яблоки очень сильно любила. Говорит, пап, есть яблоко? Я говорю, да, конечно. Все, вот она яблоко взяла, как бы, ну, все нормально. А потом уже утром мне позвонили, сказали, все. Так прошел почти год, и вам так и неизвестно, что произошло? Нет, Следственный комитет, я звоню, говорят, ждите экспертизу. Ждем экспертизу и все. Слушайте, а почему вы не только своих детей забрали в тот момент, а ее тоже, падчерицу? Там не было родни совсем, что ли, с той стороны? Почему? Есть родня. Ну-ка, я как в опеке узнавал, то, что детей нежелательно разлучать. Ты мне как сказал? Если бы я знал, что ты от меня уйдешь, я бы детей вообще не брал. Да, еще что придумаешь. А вы реально из-за детей ушли? Нет, Точно? да. А сколько вы в общей сложности с ними прожили? Около года. Что? Около года. 2 месяца. Около года мы прожили вместе. Я привез их в их ноябре. привел, но- В ноябре. В декабре ты ушла. В каком декабре? Мы с тобой потом в ноябре расписались. Я только детей привез. Мы с тобой расписались, и в декабре ты ушла. Мы с тобой прожили в браке 9 месяцев. Мы с тобой пронаходились в браке 9 месяцев. Не, а правда Прожили. интересно, подождите, а зачем вы расписались? Потому что надо было детей, чтобы он детей смог привести. Нам сказали в опеке, желательно, чтобы был, нужен был брак. То есть вы Да. из-за этого расписались? Давайте вернемся к девочке покойной, к сожалению. Я почему про родню спрашивал? Потому что мы с тетей детей поговорили. И она рассказала историю, что они-то, в общем, готовы были. Но Да. вы передумали. Давайте послушаем. Когда Аня умерла, у нас даже речи не было, то, что детей куда-то к отцу или в детдом. Мы в этот же день их забрали с мужем к себе, начали оформлять уже документы. Мы Сергею позвонили, Сергей дай нам согласие. Сергей уже сразу говорит, да, давайте, хорошо, все. Мы проходили все медкомиссии, все прошли, а потом пришли в один прекрасный день к нашей опеке. Она говорит, отец уже отозвал свое согласие. Муж сразу берет телефон, звонит Сергею. Сережа говорит, мне позвонили с нашей опеки, сказали, зачем ты будешь отдавать своих детей, там что-то мы еще, не знаю, накрутили, наговорили, подучили, и в итоге отозвал согласие, дети уехали, и вот они, получается, учились там все. А потом вот 31 декабря у нас Олечка умерла. И вот до сих пор мы не знаем окончательный диагноз, от чего, что случилось. Только знаем, что внезапно теперь что-то сердечко. Так ребенок бегал, прыгал, скакал, как бы все в порядке. А тут как-то резко вот раз и все, и нет ребенка. Это моя больная тема на всю мою жизнь. Не знаю, меня трясет до сих пор, весь год. То есть получается, что вы согласились изначально на то, что тетя потом- детей их заберет. Да, потому что я съездил в опеку, они сказали то, что детей нежелательно разлучать. Я сначала подписал согласие. А потом их опека мне позвонила и сказала, говорит, так вы можете всех троих взять. Ты Потому их что, взял, говорит, потому что у тебя алиментов потому было что, говорит, 800 Послушайте, тысяч давайте долгу. так. Про Тетя вас. Подождите, хотела... каких алиментов? Это важно. Когда когда у него дети жили с женой, у него было алиментов 800 тысяч долгу. То есть вы И считаете, когда я ему говорила, я говорю, может, ты как-то начнешь туда платить? А ничего, то, что я узнал только потом неизвестно как. Никаких Подождите, движений. то есть вы считаете, что он забрал детей только из-за Да, этого да, долга? он забрал детей, и у него алименты все списали. А как вы думали, почему эти вот алименты у вас накопились-то? Вот интересно. Та же самая история, что и здесь? А я Да. потом... Я Что Дети потом... должны святым духом питаться, а этой бабе я не дам ни копейки. Ну как? Ну логика такая. А я потом поехал и там спросил, говорит, она, говорит, подала буквально вот. И я только узнал в Да, последний она только момент. подала и сразу 800 тысяч долга. Слушайте, вы не знаете, что дети должны есть и пить? И если родители Знаю. разошлись, как мужчина и женщина, пытался они не перестали связываться. быть родителями. Так вы сейчас живете большой семьей, верно ведь? Да. Давайте посмотрим, как вы живете. Я Сергей, и это моя семья. Мы живем дружно, весело, с пониманием друг к другу. У нас все хорошо. У нас трехкомнатная квартира. Места хватает всем. Хотел бы, чтобы Вика тоже жила со мной, потому что ее мать неадекватна. Это комната девочек. Вика тоже будет здесь жить. Все дети у нас ходят на кружки, занимаются, не сидят в телефонах. Ходят на танцы, на пение, на разные школьные секции.
где-то везде выступают. Там с Викой никто не занимается, она никуда не ходит. А у нас с Вики будет чудесно. Это комната Артема, моего сына. Мы обычная семья. По утрам расходимся, каждый по своим делам, кто на работу, в садик, в школу. Вечером собираемся, обсуждаем, у кого как день прошел. Живется нам хорошо, весело. И Вике лучше будет здесь, чем там. Потому что Лера твоя вообще не переносит Вику. Так, Это как? а кто все эти дети? Ну, это Артем, Лера, это вот мои дети. Так, И сейчас с девушкой начали жить. вы стали жить уже с другой девушкой. Да. Ну, мы А с у ней- нее кто? Мира и Софа. А вот сейчас хочу позвать сюда подругу Валентины, Людмилу. Она приехала ее поддержать. Что мы от нее услышим, мне интересно. Сереж, зачем ты так врешь, на нее наговариваешь? Я видела фотографии, которые мне Наговариваю. Валя присылала. Ты ее бил. Я вот тебя вообще впервые вижу. Ну, ты меня впервые видишь по телефону, ты со мной разговаривал. Людмила, а правильно я понимаю, что вы с Валентиной не просто подруги, вы какое-то время жили с ее братом? Да, Ой, господи, а у вас там что, дырка была? Да. да. То есть он вам рассек? Не знаю чем, но вот так вот у нас, что меня потом врачи 2 дня откачивали. Какой кошмар. А я еще думаю, у вас на шее шрамы же. Вот они Да, все. вот прям. они остались у нее. То есть это от него шрам, Да. от его рук. Да. Людмила, я так понимаю, что вы звонили ему и грозились, что если он еще так будет, то... Ну, мы приедем, разберемся с ним, как бы, да. С ее братом мы хотели приехать. Он не успокоится, пока дочь не будет с ним. Но я сказала, этого не будет, я не отдам свою дочь. Вы верите в то, что он хочет ребенка маленького забрать к себе? Нет. Не верите? Да, расскажи, пожалуйста, про отчима. Как отношения складывались? Ну, первые 3 года, как они жили вместе, все было достаточно хорошо, они не ругались, не было такого. После того, как родилась младшая сестра, он начал выпивать, бить мать, выгонять из дома. А почему, как ты думаешь, что случилось? Не знаю. Просто бухать стал. Да, То есть он, когда трезвый, нормальный, да, все нормально. а пьяный Буянит. улетает. Дайте честно, ваша мама тоже же палку иногда перегибает. Ну, иногда есть такое. Ну. Пусть я не святая, пусть я не слишком такая хорошая, но для своего ребенка я делаю все, чтобы ей было очень хорошо. Валь, ты не устала еще жить в Нет. своем вранье? А ты не устала орать, ходить по поселку, говорить, что это не его дочь, иди сделай ДНК? Она там. Сумасшедшая, что ли? Я сумасшедшая, ты серьезно? Она вот там. Да пофиг, где она там. Сейчас речь не обо мне идет вообще-то, да? Ну, Ты у нас звезда сегодня. а то. Чего Сергею нужно-то? Объясните нам, дуракам. Вот мы- Сергей скучает по ребенку своему. И что? Ну, за 2 года По у него бухлу было, он что... скучает, когда с тобой 2 пьет. года у него было, чтобы пойти обратиться в суд. Если не о том, чтобы ребенок с ним жил, то хотя бы определить порядок общения. Но для того, чтобы пойти в суд, нужно понимать, что ты ребенка содержишь, а он его не содержит. Она не разрешает ему вообще подходить Что к ребенку. значит не разрешает? Ну, вот до скандалов, до истерик. Ну, Так конечно. он- нет, давайте так. Он сам сказал, Если ты что он и хочешь не... знать, иди сделай что ДНК, он да не узнаешь, пробует. родная она дочь или Я нет. с тобой не разговариваю. Так вот Он желательно. сам нам сказал, когда сюда вышел, что он даже и не пробует, потому что боится заранее. Я один раз приехала, Вика у него была в гостях. Была же? Ну да, конечно. Ну, Ребенок, так все-таки дают. так дают это со скандалами, или она куда-то уезжала. Из-за этого попросила Сергея, чтобы Вика была с ним. Она даже, как она говорит, вот эта вот новая девушка, Да. Виктория, она же ничего не говорит, что даже она с ней сидит, когда Сергей на работе. Подождите, так Вику же все-таки дают? Ну, дают, когда ей нужно. А ее никто не просит сидеть, когда ответственность идет на отце. На каком Подождите, основании он Ну, оставляет если ее? ты такая хорошая мама, почему ребенка что ж ты такая офигительная тетя? выставляешь? Она ночью подняла ребенка с постели, Так. который спал. А ты была там? Видела? Нет, она не была, ей соседи рассказали. А, Продолжаем разговор. Ну, Выставила босыми ногами ребенка в подъезд. И бассейн. сказала, да, Сережа, иди забирай своего ребенка. А Сережа где в этот момент был? Сережа был у соседей. И что, Сережа Да. пошел и забрал ребенка? Я не знаю. А вам что, не дорассказали историю соседи? Ну, мне хватило этого, понимаете? А чем закончилось-то, хочется понять?
Затащила обратно ребенка домой. Кто? Валя. А Сережа что, не вышел? Я не знаю, и меня что не было. Я вот, знаете, что вам скажу? С какой бы стороны не подойти к той истории, которую лично вы в защиту рассказали, он все равно виноват. Я вам объясню. Она звонит ему и говорит, забери ребенка, он на лестнице голый. Он не пришел, не забрал ребенка. Забрала в итоге ребенка она. Плохой он плохой. Даже если она выставила, он ничего не сделал. Дальше. Если вы не знаете, чем это закончилось, если он забрал ребенка, вот черт он не вызвал полицию, органы опеки, сказал бы, вот, посмотрите, что мать творит. И давным-давно бы эта девочка уже жила с ним. Понимаете? Вот со всех сторон, как ни посмотри, но по факту получается, что папаша он никакой, вот и все. Вы с Викторией-то с новой пассией знакомы или нет? Да, знакома. Давайте спросим у нее, чего она ждет от союза с Сергеем? Ой, это я люблю. Аля, ты когда успокоишься уже? А чё, Чего? Тебе что надо Что мне вообще? сделать? Успокоиться. Может, ты Серёжу хочешь успокоишься и вернуть? говоришь, на каком основании он должен ребенка одевать, содержать. Вот тебе 2000, пошла ты на. Я говорю? Вы Ты. до этого встречались с Валентиной? Да. А как это произошло? Можете рассказать? Это было в 24-м году, получается, в октябре. Я с Сергеем гуляла по парку. Ну, мы с собакой решили прогуляться. Валентина отдыхала в парке с музыкой. Ну, она выпившая была в тот момент. Мне Сергей сказал, что вот его бывшая жена там сидит в парке, пойдем поздороваемся. Все, мы Это пошли. он сказал, пойдем поздороваемся? Ну, мое как бы предложение. Я говорю, пойдем хотя бы поздороваемся с Вы ней. захотели поздороваться? Да. А зачем? Ну, просто поздороваться. То есть вы были незнакомы? Нет. Ага. Вам было Смотри-ка, интересно. я тут не Да. только собаку, я твоего выгуливаю еще. Кстати, здравствуй. Пришла поздороваться такая, да? Ну и И как? чем кончилось ваше здравканье? Ну, мы погуляли, пошли обратно домой. Валентина забегает домой, берет нож и просто за нами бежит. Догнала или нет? Нет. Мы быстрее Мы оказались. побежали. Валентин, скажите, пожалуйста, зачем вы взяли нож и побежали за ними? Там не так было совсем вся ситуация. Там так было. Нож был? Был, да. Ну, расскажите свою версию. Человек просто покрыл меня с ног до головы всяко. Кто? А это он поэтому подошел Кто? поздороваться? Подождите, кто вас покрыл? Нет, на тот момент, получается, он не был с ней. А Она с кем? стояла вообще возле моего дома, а он был в парке. Так, на тот один? момент вообще это не тот день был. Это был совсем другой день. Так, и в Про вашей нож-то. реальности что было? Про нож-то можно Ну, человек дослушать? меня просто довел до того, что пришлось... Как довел? Нет, мне просто хочется и важно понять, после чего вы хватаете нож. Что конкретно он вам сказал? Когда я такая сякая, что я там за ребенком не смотрю, я ребенка не кормлю, там, то и там всякое иначе, то тут уже никакие нервы по факту не Тебя не сбивают. устроило, то, подошел что, к тебя не вам. устроило, то, что я с кем-то познакомился. До этого приходи, я тебя хочу. Уже мы с тобой развелись, и когда мы с А Викой чё ж ты познакомились. приходила, я тебя хотела? Вопрос. Подождите, она вам писала, приходи, я тебя хочу? И вы ходили? Иногда. А чё ж ты не отказывался-то? А приходил. Ну, а потом-то перестал. У тебя дама лежит в редко. больнице, ты со мной лежишь в кровати. О, как шикарно. Виктория, вы лежали в больнице? Да, она лежала с ребенком в больнице на операции, а он лежал со мной в кровати. Такого не было, не ври. Серьезно? Еще когда и был. Он с ребенком сидел Да дома ладно? со своей с младшей Ага, дочкой. Ага. То есть вы уже успели изменить Виктории с бывшей? И не раз. И не раз. Вика, а как вы к этому относитесь? Вы себя не чувствуете Это лишней? неправда. Я просто она знаю, этому что и не это верит. неправда. Можно вам интимный вопрос задать? А вы правда беременны сейчас? Да. Сергей, у вас 4 детей. Вы ждете 5-го. Вам точно не до дочки. Если вы найдете средства так, чтобы давать дочери, я думаю, это решит проблему. Да вопрос только в деньгах. Мы наслаждаемся вашим обществом, всего там ничего. А вокруг вас живут люди, которых мы называем соседи. Им-то этот цирк давно уже люб, видимо, и известен. Давайте их и послушаем. Ну, она, по крайней мере, с детьми постоянно. Он, бывает, набьется бывший муж, приходит, буянят, ругаются. Насколько я Сережу знаю, он
Когда он пьет, у него прям срывает. Ну, она очень сильно его сама провоцирует. Один раз было дело, что он ее ударил. Но дело в том, что она просто в день рождения ребенка, она выставила ребенка вот сюда, вот в подъезд, сказала, не будешь со мной жить, я ребенка дома не пущу. Она приходила к нему туда, выворачивала все просто шкафы, все крупы, все это в одну кучу, туда же стекла набивала. Есть даже фотографии. Она приходит ночью в 3 часа, она начинает долбить ногами, руками, на пол ложится, орет в 3 ночи. Бегала она за ними, за вот новой его женой в парке с ножом. Но вот она не дает, видать, ему с новой жить женой. Он сказал, что она, говорю, занимается детьми. Мне кажется, она не занимается. У нее Настя такая сейчас вот растет. Она начинает уже знакомиться с какими-то мальчиками, начинает куда-то ездить, куда-то идти. И она за собой берет маленькую девочку. То, что в школе я слышала проблемы, там из-за нее были. Из-за Насти? Тут он шарится, он ходит вечером. Кристину Владимировну, такие замечания, что взяла, она ее послала. Потом родители, говорит, вызвали, а мать-то тоже, видно, с прибабахом у нее. Давай там это, орать, как двери, говорит, шпанула туда-сюда. Ну, скандальная она женщина. Ее все вот мир не берет с бывшим мужем. Он идет мимо, девочка бежит, она выскочит, ее за руку и потащила. А отец сам как? Ну, выпивал. Ну, и сейчас, по-моему, выпивает, да и, по-моему, это выпивает. Еще та семья. Слушайте, ну, судя по мнению соседей, друг другу вы, конечно, стоите. А вот смотрите, какой сюрприз. К нам приехал ваш, Валя, родной брат. Зачем? Георгий. Это? А приехал, по-моему, не очень вас поддержать. Валя, что ты Что тут делать? сидишь, чешешь? Чё? Сейчас я тебе скажу, то, Скажи. что ты, мама, вообще ноль. После чего ты так решил-то, что я 0? Ну-ка, Щас поясни-ка. узнаешь, Так щас давай. узнаешь. Так вы говорите, что вы пугаете-то? Ну, Валя, Что? вот что ты тут сидишь, чешешь за эту шею? Как ты эту шею сделала? А ты там Показать? был? Ты присутствовал? Я лично при этом был. Ты не было, ты Я что мне лично был говоришь? при этом, мы Сережей Когда при ушли в тебе, другую когда комнату. даже при тебе он начал Когда меня ты долбить, Сережу на ты меня сидел и натравила, дальше чтобы я ему бил. башку разбил. Башку Ты сидела разбил. на кухне, вот так вот все царапала. За Вику тоже нагнала здесь пурги. Кого? Во сколько ты ее выгнала? В 4 или в 3? Больной. Ну-ка вспомни. Куда А когда я Сережа к тебе зашел, в хату завел Вику, что ты на него кинулась? Кто тебе чуть Ну, в тебя что вперед не трясет-то, ты кинул? успокойся. Ты не хочешь рассказать, как, когда к тебе брат приехал, ты его в 3 часа ночи тоже выгнала? Конечно, потому что он меня избивает, а ты сидишь и пьешь. Братан А называется. что у вас такие отношения? Надо было с сестрой? просто- Почему такие отношения? Ну, Потому она, что мама, человеку вообще никакая. плевать, полжизни отсидел, ни разу, извини И за чё? выражение. Тебя не- трясет это, сколько даже я лет не отсидел? интересовался моей жизнью. Тебя трясет это? Когда был единственный раз, и то подвел меня. Скажи, Серега, сколько раз я приезжал? Ну, так ты приезжал-то не ко мне, а ты к нему Зачем приезжал. я буду к тебе Когда, приезжать? извини, Жень, ты даже моих детей не считаешь как племянники. Мы с Настей, с дочкой с вашей, тоже поговорили, как ей жилось с отчимом. Давайте послушаем. Мы жили с дядей Сережей 5 лет. Сначала отношения были так нормальные. Потом, когда дядя Сережа приходил после работы, он начал много напиваться, начал распускать руки. У него что-то прям произошло такое, когда я всегда уходила гулять с Викой, приходила. То есть у нас было в семье 6 детей, и за эти все 6 детей всегда получала я. Он никого не трогал, кроме меня. Он постоянно бил меня, он мог подойти просто шлепануть, в угол поставить ни за что. Вот у меня был синяк, он уже прошел, но шрам остался. Был день рождения у моей сестры 3 октября. Дядя Сережа пришел, он выпил, он, то есть, около печки ударил маму так, что она чуть не умерла, и у нее потекла кровь. Мы вызвали полицию и скорую. Его просто посадили в машину и увезли куда-то, я не знаю куда. Вот абсолютно, когда он трезвый, он полностью нормальный. А когда он пьет, он постоянно какой-то дурачок. Когда у них с мамой закончились отношения, он начал постоянно пьяный приходить к нам. Он в окна долбится, когда ночь, мы все спим, он в окна идет стучиться. В дверь с ноги пытаются что-то выломать. Я бы не хотела, чтобы дядя Сережа вообще видел Вику, потому что он ее бьет, и мне это типа не нравится. Ему без разницы, какой возраст бить. Я думаю, Вике будет лучше жить с нами, с мамой. Я вообще не хочу его больше видеть после того, что он сделал с мамой. Ребенка зачем обижали? Не обижал. Врет все. А зачем ей врать? Как сами догадайтесь. Серьезно? Ну, потому что это... Все должны резко ум включить, что ли, из-за тебя?
То, что касается Насти, она входит в переходный период, она не неадекватна, она действительно ее заносит. Это нормально, учитывая анамнез того, что она пережила, и учитывая тот возраст, в который она входит, и та ситуация, в которой оказывается. Потому что, опять же, не было сказано, но Настя действительно оказывает очень большую поддержку. Фактически 13-летняя девочка несет на себе то, что 13-летний ребенок нести на себе, ну, по большому счету, наверное, не должен. Хотя я понимаю, что у вас, наверное, нет другого выхода. Поэтому я очень желаю, чтобы вы больше времени проводили с детьми с удовольствием. То есть вы хорошая мама в том плане, что вы их кормите, и вы стараетесь на том уровне, на котором можете. Но им нужно ваше эмоциональное внимание. Друзья мои, ладно, вы нам рассказали очень интересную историю. Мне понравилось все, буквально. Нет такого драматурга в стране, к сожалению, который мог бы это написать осознанно, понимаете? Но она не была бы закончена, если бы не ответ органов опеки. Вы знаете, до чего они додумались? Гении просто. Мы пытались этот ответ получить хотя бы на бланке официальном органов опеки. Ну, чтобы было понятно авторство. Даже этого не добились. Ну вот ответ. В соответствии со статьей 23 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В Министерство социальной политики Свердловской области указанными гражданами не представлено письменное конкретное информирование и сознательное согласие в отношении себя и ребенка на обработку персональных данных и разглашение информации в отношении конкретной ситуации. Без имеющегося письменного согласия и представления сведений о человеке и его жизни невозможно. То есть так изящно нас еще никто не посылал. Относительно опеки очень много вопросов, в частности, по поводу вашей дочки. Вы, как мама, должны все-таки добиться того, чтобы с вашей дочкой поработали психологи, если вы не можете сделать этого сами. Вы обратитесь за помощью и занимайтесь не тем, что ругаетесь со своим бывшим мужем, а занимайтесь действительно детьми. Вам прежде всего надо обоим разобраться в отношениях друг с другом. Такое ощущение, что какой-то недоразвод. Но с точки зрения отцовской, то, конечно, и смотря какие отношения сейчас выстраивает Сергей, какие, соответственно, были аргументы со стороны брата Валентины, я бы, конечно, передал ребенка Сергею. И я считаю, что в его семье все будут дружно жить. Это, кстати, очень непопулярная позиция, но я буду топить за Сергея здесь. Да тут нельзя говорить про родительско-детские отношения, поскольку здесь нет ни отца, ни матери. Нет. Тут есть два подростка, которые озабочены по-прежнему алкоголем и сексом. И все. Прикольно. Я не готова отдавать этой мамаше своего внука. Год где-то гуляла. Да, тут у нее материнский инстинкт проснулся. Хочет забрать ребенка от нас. А где она сейчас живет? Она рядом живет, во 2-м подъезде, мы в 4-м. И я вижу, он начинает замахиваться, он берет, бьет мне по щеке. А он пьяный был в этот момент? Да. Мне Игорь сказал, я дал ей пощечину, я говорю, ты не имеешь права. А что не развелись после этого? Вот, я подала сразу на развод. 5 парней, она одна, они сидели в кальяне. Ваш муж. Рогатый! Ты вообще мою маму должна благодарить. Она с нашим сыном сидит, воспитывает его, пока ты гуляешь. Поэтому он выбирает себе 17-летнюю, и когда он ее нравоучает пощечиной, это продолжение вас. Игорь, а у вас с тещей какие отношения были? Привет, пока, вот так. Как интересно. Светлана к нам приехала, теща ваша. А вот зачем, пусть сама расскажет.